Сейчас все говорят про поправки. Но есть такие поправки, которые вот не находятся в топе. Снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах и о пожизненных сенаторах. Они вне закона. На основе этого создано управление Демократической Республики Конго, Бурунди. Какая бы ни была бы конституция, теперь вам решать. Ну, а я свое решение принял. Привет, ребята! Новостей сегодня не будет. Сейчас объясню почему. Сейчас все говорят про поправки. И какие поправки рекламируются по телеку, там, с баннеров и так далее. Ну, что не могут там детей усыновлять, что брак это между мужчиной и женщиной, и что территориальная целостность России. Ну, такие поправки. Русский язык — это один из богатейших языков в мире. Я хочу, чтобы границы нашей Родины были нерушимы. Но есть такие поправки, которые вот не находятся в топе, в центре внимания СМИ и так далее, но они, возможно, самые главные, самые важные для будущего нашей страны, нашего общества. Сегодня мы разберем именно те поправки, которые не рассматриваются средствами массовой информации. Готовы? Поехали. Так. Назначение и прекращение полномочий судей. Такая поправка замечательная. Значит, если судит судья неправильно, то их можно отстранить. Кто, вы думаете, может их отстранить? Почитайте. Зачем так много всего? Формирование Госсовета, новый орган у нас вводится. Помните, в Советском Союзе был Политбюро? В принципе, ближайшая ассоциация, но мне кажется, Госсовет будет лучше. Так, о росте экономики, благосостоянии граждан. Так где же это, черт побери, поправки? Это самое главное. Снятие ограничений для действующего президента на участие в выборах. Чувствуете, да, уже? Формирование администрации президента. Вот! Неприкосновенность экс-президентов и о Совете Федерации, и о пожизненных сенаторах. Это вот вкусненькое. Давайте разберем это подробнее. Итак, новая версия Конституции, которая уже принята, она предполагает следующее, что все президенты или экс-президенты, неважно там по состоянию здоровья они ушли или их ушли, они вне закона. Все, судить их нельзя, потому что по новой версии Конституции они не подлежат осуждению. Точка. Это раз. И о Совете Федерации, что президент может назначать в Совет Федерации не более 30 человек, внимание, самое интересное, и 7 из них пожизненно. Это самая сильная новация в этой Конституции, которая меняет, вообще говоря, правовое поле. Ну, действительно, представьте себе следующее. Общество и страна, где, в принципе, все люди под законом ходят, и даже если, выполняя должностные обязательства, какое-то время на них наложены определенные там возможности не быть осужденным и так далее, то после исполнения срока своих там обязанностей их можно судить, разбирать, что они там наделали, пока они были в должности. Вот теперь такой возможности не будет. Но, в принципе, и раньше это была, такая возможность была достаточно условная. Да? Ничего особенного, я не думаю, что изменится, так сказать, в устройстве России. Но вот по ощущениям, по внутренним ощущениям, для меня, например, очень сильно меняется. Вот я не знаю, к чему это придет, а давайте погадаем, например, с вами, а кто будут эти 7 пожизненных сенаторов, которых назначит президент. Пишите мне в комментариях, кто, вы думаете, войдет в этот список 7 пожизненных. Ну и что на это дело нам говорит изучение других стран? А как в других странах? С пожизненными сенаторами и так далее. В Канаде и Франции раньше это тоже было, но уже отменено. В Великобритании пожизненное сенаторство до сих пор сохраняется. Это Верхняя палата, палата лордов. В настоящее время практически полностью состоит из пожизненных пэров. Я как бы думал так, ну раз это в Британии есть, во Франции было, и в Канаде было, ну я как бы не так вроде как и обеспокоен. Да? Но когда я дочитал вот до этой части, у меня опять беспокойство всколыхнуло. Потому что именно пожизненное вот это вот сенаторство и неприкосновенность, на основе этого создана, в общем-то, вся властное, так сказать, управление Демократической Республики Конго, Бурунди, Руанды, Сомали. Я могу дальше перечислять, но я думаю, не стоит. Все понятно, да? Несменяемость, пожизненность
Это, конечно, хорошо. Но вот хорошо ли это для общества, для страны, ну, это только время показывает, надо ждать. Давайте посмотрим. Друзья мои, вроде все тревожно тогда, ну, давайте рассмотрим и какие-то позитивные вещи. Сенаторы, когда они на работе, они имеют неприкосновенность. Но были уже случаи в истории России, когда неприкосновенность лишали. Вы знаете, да, сенатора, который проворовался, его прям в зале Совета Федерации взяли под белые рученьки, и все быстро сенаторы проголосовали за снятие с него, значит, неприкосновенности. Вот поэтому, если президент хочет в России, то неприкосновенность с любого сенатора, так сказать, снимается. На самом деле, я так скажу, позитив здесь вот в чем. Какая бы ни была бы Конституция, исполнение этой Конституции, оно находится в руках группы лиц, которые может решать, что они будут исполнять, а что они не будут исполнять. В конце концов, прецедентное право существует и в России. Что такое прецедентное право? Это если, значит, кто-то решил, значит, и может продавить какое-то там решение, неважно каким образом, ну, все, возникает прецедент. От этого прецедента отталкиваются следующие кейсы. Значит, в следующих кейсах могут быть точно так же разруленные особенности. Вы все прекрасно знаете, что многие положения из предыдущей Конституции не выполнялись никогда. Ну, а кто нам, собственно, сказал, что новая Конституция будет выполняться? Это и есть тотальный позитив. Мы всегда в России жили по прецедентному праву. Не по закону, не по Конституции. Мы жили по понятиям. Мы всегда живем, ну, как-то там оно вот будет, ну, находим ходы. Даже если там закон предписывает так, мы всегда знаем, как вот просочиться и по-другому сделать. Вы же все это знаете прекрасно. Вот меня часто спрашивают, пойду я голосовать, как я буду голосовать, за, против и так далее. Ну, друзья мои, я вам так скажу. Я принимать участие в федеральном соцопросе общественного мнения, который звучит так: вы одобряете изменение Конституции Российской Федерации. Так вот, в этом соцопросе я не намерен принимать участие. Ну, во-первых, Конституция уже принята, и нет никаких оснований было проводить соцопрос и играть вот эту игру. И поэтому тот, кто присоединяется в эту игру и идет, и рассуждает сейчас за, против или как, мнение и так далее, ну, смотрите, его внимание уже отвлечено от главного, друзья мои, от того, что мы уже живем в стране, где юридически действует Конституция новая, вот это. Ну а то, что это такая игра, за, против и так далее, это такой способ познакомить участников соцопроса с пунктами поправок. Ну вот вы и познакомились через рекламу на телеке, через вот эти все ролики звезд шоу-бизнеса и через мои выпуски. Вы же теперь достаточно знакомы. Теперь вам решать, принимать ли участие в этом соцопросе. Ну а я свое решение принял. Друзья, на этом все. Пишите мне в комментариях, понравился ли новый формат. Если я увижу, что многим из вас это понравилось, буду продолжать. Пока.